Сегодня 33-й день сухого отказа от еды, от воды. И в своих видео, и при личных встречах я всегда говорю, что двигаться при отказе от еды надо как можно больше. Конечно, без фанатизма, но тем не менее движение абсолютно необходимо, чтобы ваше тело очищалось, выдавливало токсинчики, лимфа чистилась. И одно из самых шикарных, на мой взгляд, упражнений – это планка. И сейчас я с вами поделюсь некоторыми секретами, как лучше ее делать, чтобы меньше уставать. Поскольку чаще всего усталость у нас не физическая, а психологическая. Мы устаем, потому что мы думаем о том, что мы устаем. То же самое, кстати, и с процессом отказа от еды. Когда мы думаем, что мы голодны, то все 5-10 начинается действительно изжор и голод, и мы вовлекаемся в эту ситуацию. Если вы об этом не думаете, если вы отвлечены, ни о какой еде вы думать не будете. Был случай на одном из семинаров, один человек все время говорил, что он очень хочет есть, и я только об этом и думаю. И в этот момент я ему показал в окно, говорю, смотри, сюда медведь идет. Вот, он выглянул в окно, говорит, где медведь? Я говорю, вот сейчас ты думал о еде? Говорит, нет, не думал. Я говорю, что ж тогда обманываешь? Почему ты говоришь, что все время думаешь о еде? То есть нам надо уметь переключать внимание. Ну, если вы человек, скажем так, медитативный, вы переключаете внимание на момент сейчас и то, что в нем происходит. Если вы человек осознанный, переключаете на другие объекты, не связанные с тем, что вам доставляет чувство какого-то дискомфорта, диссонанса. То же самое в планке. Когда вы стоите в планке, вы думаете, что вы устали, что вы уже не можете, сил больше нету, но стоит вам отвлечься, силы откуда-то берутся, и планка проходит незаметно. Это так же, как в поговорке «нет ничего хуже, чем ждать и догонять». Если вы чего-то ждете, окончания какого-то, стоя на остановке или там в пробке, это будет длиться очень долго. Если вы в этот момент разгадываете кроссворд, читаете книгу, с кем-то беседуете, время проходит незаметно. То же самое и в некоторых упражнениях, в статике, которые могут доставлять вам такое чувство дискомфорта. Это упражнение желательно делать, пока у вас не начнет тело трястись. Вот когда тело начинает трястись, содрогаться, вибрировать, как раз в этот момент происходит самая такая мощная очистка. Позвоночки срабатывают, лимфочка двигается, тело разогревается, очень хорошо выходит все ненужное, в том числе и ментальное состояние. Это касается не только планки, есть йоговских практик и вообще очень много упражнений в статике, в йоге, в цигуне, когда вы стоите неподвижно, и иногда вот вы можете чувствовать такую мелкую дрожь. Это самое вкусное, скажем так. Перед тем, как показать планочку, иногда ее можно делать вот на таком коврике. Это аппликатор Левко. Здесь иголочки. Вообще он используется для стояния, активируется ноги очень хорошо. Кто-то на них лежит, кто-то занимается йогой, кто-то прыгает, в общем, кто как. Я еще предлагаю, чтобы активировать энергетические точки на руках. Часто бывает, руки мерзнут, и когда вы постоите на таких иголочках, они очень хорошо согреваются, энергия течет намного лучше. Сначала, конечно, можете не сразу вставать на них. Сначала можете просто прикоснуться хотя бы, почувствовать их. Потом встать уже в более нагруженную позу. И потом уже можете встать в планку. Ну, те, кто наиболее продвинутый, можете уже делать на них на руках какие-то упражнения. Сейчас попробую, не знаю, получится или нет.
Ну вот что-то типа такого. Вот, руки хорошо так промялись, чувствуется прямо жар. Но я эту планку на ней сейчас выполнять не буду, это просто такое большая демонстрация, что вы можете делать. Для планочки я использую таймер. Есть такая программка, таймер-лист называется. Она очень хорошо помогает, вам не надо думать, сколько времени осталось. Здесь все время можно выставить говорящую женщину, она будет говорить, подсказывать, когда что делать. Планка сейчас будет около 7-8 минут, наверное, я сейчас точно не помню. Итак, поехали. Вы встаете на вытянутые ручки, они у вас под плечиками, и старайтесь, чтобы пяточки тянулись в противоположную сторону от головы, к стеночке. Не провисаете не так, не поднимаете попу, старайтесь, чтобы тело ваше было вытянуто в струночку. И какое-то время вы стоите, начинаете чувствовать усталость. Ну, конечно, не сразу, там через минутку, может быть. Что вы можете сделать? Вы можете отвлечься, поскольку время у вас сейчас течет, заняться, собственно, нечем, вы стоите. Вы можете сделать гимнастику для глаз. Вы можете вращать глазами по часовой стрелке, против часовой стрелки, восьмерочки делать. Можете делать просто вращение шеи. В одну сторону. В другую. Можете сделать такую гимнастику для лица. Разминать лицо, покорчить мордочки, гримасы, разжимать все лицевые мышцы. Вот этим вы можете заняться, пока стоите в планке. В планке мы обычно стоим сначала на вытянутых руках, потом на локтях, потом в боковых планах. После локтей мы поднимаем поочередно правую ногу, левую. Потом переходим в боковую планочку. И потом опять на вытянутых руках, на локтях. Вот нас предупредили, что переходим 5, на локти. 4, 3, После каждого упражнения 2, можете сделать 1. небольшую компенсацию быстренько. И переходите на локоточки. На локоточках то же самое. У вас сейчас то, чем вы можете подвигать, это только ваша голова. И когда вы двигаете головой, вы вольно или невольно, вы переключаете свое внимание. Вверх, вниз. Можете повращать. Опять можете поделать гимнастику для глаз. Понаблюдать за своим дыханием. В принципе, в планке даже можно перейти в состояние такой глубокой медитации. Правая нога запускается. Вы отключаетесь от тела. 5, Сейчас будет 4, запускаться правая 3, нога. 2, 1. Запуск правой И нога. поднимаете ножку. Когда поднимаете ногу, вы можете тоже отвлечь внимание, вращая ступней. Тогда все внимание перетекает во вращение ступни. И те мышцы, которые уже немножко могут начать болеть или еще что-то, Левая нога отвлекаетесь запускается. от них. 5, 4, 3, 2, 1. Запуск левая нога. Меняете ножку. Ну, я стою по полминутки с поднятой ногой. У вас могут быть свои режимчики. Правый бок запускается. 5, 4, 3, 2, Ну, 1. извините, повернусь к вам спиной.
И когда остаете боковую планочку, лучше ручку вытянуть вверх. И вот что вы начинаете делать. Сжимать и разжимать ладошку. Потом вращаете кистью. В одну сторону, в другую. Вращение в локте. Левый бок запускается. Ухо не успел 5, помассировать, но покажу в 4, следующий раз. 3, 2, 1. Запуск левый бок. То же самое делаете. Можете добавить помимо вот такого упражнения и вращения, очень хорошо просто потрясти рукой. Вот у меня сейчас все внимание в кисти руки, и про тело я вообще не думаю. Оно стоит само по себе. Я просто смотрю, что происходит с рукой. Повращали локоточки. И можно еще что сделать. Пока вы стоите, вы можете спокойно массировать себе ушко. Очень полезно, много активных точек, куда переходит также ваше внимание. Прямые руки запускается. Вот, и уже переходим 5, к прямым рукам. 4, 3, 2, 1. Запуск прямые руки. И опять пяточки тянутся к полу, тело в планочке. И или вращение головой, или глазками. В принципе, можете даже что делать? Можете вот такое делать покачивание. Можете поставить какую-нибудь хорошенькую музыку и как бы покачиваться под музыку. Планок есть очень много вариантов. С ногами, так. Ну вот я делаю такую, как сказать, в качестве утренней зарядки. Как видите, на 33-м дне сухого голодания тело вполне живое. Локти запускается. Я даже думаю, не все 5, с едой 4, смогут это 3, сделать. 2, 1. Запуск локти. Но это опять-таки это все тренировка. Что касается отказа от еды, планок, всех вот этих вещей. Там вон еще гвоздики стоят. И вот осталось полминутки постоять. И также я покажу, как планочку заканчивать. Хорошо, если у вас есть зеркало, вы можете контролировать свое тело. Планка окончания через 5, 4, 3, 2, 1. Готово. Вот, планочка закончилась у нас, и после планки мы делаем так называемую компенсацию. Мы переходим в позу ребенка и опускаем попу на пяточки и вытягиваемся вперед и отдыхаем. После этого можно сделать компенсацию еще в виде кобры. Вот. Ну, немножко поделился с вами своим секретом. Конечно, очень тяжело говорить. Во рту сейчас просто пустыня Сахара, и такое ощущение, что язык царапает небо. Завтра у меня начинается семинар.
И это будет уже 34-й день. Но поскольку надо будет довольно-таки много общаться, и вот сейчас я даже чуть-чуть пообщался, уже дальше практически невозможно. Вот, наверное, я буду все-таки увлажнять ротовую полость пульверизатором. Я замерил, что один пшик пульверизатора это где-то на донышке чайной ложки. Так что я думаю, ну, да, как их диванные эксперты скажут, что это уже не сухое голодание, что это уже влажное. Ну, пусть будет так, но тем не менее я пойду еще дальше, потому что самочувствие у меня сейчас великолепное. Я не знаю, чем это объяснить, и с удовольствием послушал человека, который мне это расскажет, но я просто переживаю сейчас свои ощущения, свои переживания. И мне интересно, как я еще и проведу этот семинар, поскольку каждый день будет у нас много медитаций и физической активности, суставной гимнастики, немножко йоги, цигуна, то есть все это будет в движухе. Может быть, это что-то заснимется и вставится в общий репортаж. Так что развивайте свое тело, осознавайте свою душу, момент сейчас, будьте в потоке жизни и наслаждайтесь этим потоком, купайтесь в нем, счастья, любви, понимания.